Всем привет! С вами Автандил. В сегодняшнем видео мы поговорим об ошибках программы Synthworks при передаче банков звуков на синтезатор Roland D20. Итак, поехали! Запускаем программу Synthworks. Нажимаем троечку для доступа к библиотекам. И попробуем передать какой-нибудь банк звуков на синтезатор. Вот у нас есть банк, загруженный из самого синтезатора. И мы попробуем его передать на синтезатор. Нам дается инструкция. Опять-таки вспоминаем наш режим передачи данных Handshake. Load. Звуки. Enter. Однократно снимаем защиту от записи. Синтезатор готов к приему данных. Мы смотрим, что выполнили все инструкции редактора звуков и нажимаем ОК. Вот идет передача. Но где-то в районе 25% появляется сообщение об ошибке. Это сообщение появилось в программе редактора звуков, но и на синтезаторе тоже. Появилось сообщение о том, что данные не соответствуют параметрам, тем, которым ожидает синтезатор от нас. Что нам делать в случае, если синтезатор выдает такую ошибку? Ну, во-первых, имеет смысл проверить наш банк. Я написал такую программку, которая работает с банками Synthworks и Gadget Art. Загрузим наш банк в эту программу. И проверим его. Вот можно проверить банк на ошибки. Потому что этот банк может содержать какие-то звуки с параметрами, выходящими за пределы возможных. Ну, например, какой-то параметр может быть только от 0 до 4, а у нас параметр 10. И в этом случае выдается ошибка. Если эта программа не находит ошибок в нашем банке, то есть еще другой трюк. Давайте еще раз загрузим этот банк, чтобы он у нас был в окне редактора. Одним из способов может являться посыл этого банка в библиотеку. Ну и нам сообщается, что 64 звука импортированы в библиотеку. Библиотека пока у нас без названия, это такая временная библиотека, то есть мы ее не сохраняли. Теперь перейдем к банку B и передадим наши звуки
из библиотеки обратно в этот банк. То есть сейчас наши звуки находятся в банке B. На синтезаторе проведем инициализацию для того, чтобы убрать все ошибки. То есть выключаем синтезатор и включаем его с нажатыми кнопками Tune и Write. И теперь попробуем передать этот банк данных на наш синтезатор. У нас появляется в окне редактора наша обычная инструкция. Мы готовим синтезатор к приему данных. Режим Handshake, Bulk, Load, загрузка, звуки. Подтверждаем. Однократно снимаем защиту от записи. И теперь еще раз пытаемся передать наш банк. Смотрим, как идут дела. Роковая цифра в 25% преодолена. И мы видим, что банк передался успешно. Если и это не помогает, и нам не удается вычислить тот звук, который содержит ошибку, то мы всегда можем скопировать звуки на наш синтезатор по одному. Как это делается? Давайте еще раз загрузим банк. Мы просто кликаем на этот звук в программе SynthWork, и он у нас появляется на синтезаторе. Но этот звук появился на синтезаторе как бы во временной памяти. И нам его нужно записать. Для этого нажимаем кнопку Edit, выбираем тон и сохраняем звук. Write. Теперь нажимаем Int Card, и нам предлагается номер в банке I, под которым его можно сохранить. Ну, допустим, мы выбираем I01 и сохраняем его обычным порядком. Теперь этот звук у нас сохранен, и мы можем увидеть, что I01 это вот наш звук под таким названием. И если в библиотеке есть всего несколько интересных звуков для нас, то мы можем их так сохранить по одному. Конечно, это более муторно, но когда все другие действия не помогают, то, по крайней мере, этот путь, он позволяет нам передать какие-то звуки на синтезатор. От чего возникают ошибки? Ну, скорее всего, эта программа SynthWork, она была неправильно вскрыта. И на прием вот обычно никогда ошибок не возникает. А при передаче звуковых банков иногда бывают такие вот ошибки. Ну вот я показал парочку путей, как с этим можно справиться. Кстати, программа CatchitArt, которую мы также используем в нашем наборе юного атариста, когда я первый раз с ней встретился, она тоже была в взломанной версии. И надо сказать, что она не только выдавала как бы ошибки при передаче, но она еще и портила банки звуков при этой передаче. Но, к счастью, автор программы выложил потом полную версию в свободный доступ, и поэтому вот программа SynthWorks до сих пор еще в такой, что называется, народной версии гуляет по миру. А программа CatchitArt вполне официальная, полная рабочая версия. Но, к сожалению, в программе CatchitArt нет библиотек,
А наличие библиотек – это очень большое преимущество программы SynthWorks, поэтому в свое время и все свои звуки я перенес именно в этот формат. На этом на сегодня все. Надеюсь, что информация была для вас полезна. Если видео понравилось, ставьте лайки и предлагайте темы для следующих видео. Всем пока! Game over, man. Game over.